Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на 2023 год. Мы стремительно с вами входим в год черного водяного кролика, год, который идет под эгидой аркана Колесница, который несет очень много изменений, как геополитических, социальных, у многих будет много активностей, переездов, трансформаций. Скучать вам не придется, потому что колесница, это, знаете, быстрее, галопом. Вот все эти события будет переживать каждый из вас. Посмотрим, чем этот год ознаменуется для вас, какими событиями порадует. И посмотрим это на двух колодах. Сегодня у нас в помощниках Таро Легенд, а также настоящее черное Таро. Эта колода у нас будет показывать общие энергии в той либо иной сфере, ну а сопутствующая колода Компаньон будет их раскрывать. Поэтому, мои хорошие, настраиваемся на расклад, анализируем, смотрим. Если нужно, выписывайте себе, потому что со временем проверить. Итак, общие энергии в сфере бизнеса и работы. У вас здесь ложится карта Дьявол. Вообще, сама по себе карта Дьявол, она хороша, потому что она сулит новые возможности, большие заработки, но и в то же время созависимые обстоятельства. Потому что по дьяволу это может быть большая прибыль, но нелегальная, либо заработная плата в конверте, работа нелегального плана. Но и вместе с тем это в чем-то идти на сделку с совестью или... Ну, не то чтобы работать ради работы, с головой окунаться в работу, потому что будут большие перспективы, но вы заложник ситуации. Может не хватать времени на все остальное. Поэтому мы с вами раскроем, посмотрим, чего же ожидать вам. Так, восьмерка мечей, солнце, девятка пентаклей. Ну вот то, о чем я вам озвучила. Вы заложники обстоятельств, заложники ситуации. Кто-то может быть действительно гореть работой, жить работой, особенно если вы трудоголик, если вы карьерист. Это ваш год, потому что здесь и карьерный рост, и улучшение финансового благополучия, и новые возможности. Если, допустим, вы не работали и не работаете, то здесь быть зависимыми от семьи, потому что будете у них на попечении. И если же вы у нас в статусе соискателя, работу вы найдете, но здесь будут какие-то кабальные условия ради достойного заработка. Если вы наемный сотрудник, да, и карьерный рост, и доход, но на работе придется фактически жить. И если же у вас свой бизнес, это новый контракт, это новые условия и обязательства, которые вам придется выполнять, тянуть эту лямку. Ну, то есть, знаете, как говорю, спрыгнуть с поезда уже не получится. Обязательства, которые вы возьмете на себя в рамках 2023 года, придется довести до конца. Но сами по себе арканы более чем благоприятны. Смотрим финансовую сторону вопроса. Все ли будет так радужно? И здесь у нас падает аркан звезда. Я думаю, озвучивать здесь даже не имеет смысла, потому что звезда, да, это работа на долгосрочную перспективу. Может, вы в первые месяцы года не будете видеть прибыли или активности от вашей деятельности, но вы это делаете на результат, на долгосрок. То есть все ваши действия, которые вы производите сейчас, они будут давать посыл развития и заработок несколько позже. Например, вы блогер, открыли свой YouTube-канал. Естественно, чтобы получать какой-то доход, вам нужно выполнить минимальные условия. По принципу количество подписчиков, количество часов просмотра. Да, и все, и пошли у вас уже обороты, пошли капать деньги. Или вы проинвестировали в какой-то проект, ждете получения дивидендов. Или вы открыли какой-то бизнес, получать пассивный источник дохода. То есть это ситуация, где нужно будет время. Или, например, да, повышение. Но пока к этому повышению вы дойдете, обучение, стажировка, то есть это не сразу оп и понеслась. Или если вы будете получать увеличение заработной платы, то знаете, как-то индексировано. Допустим, повышение будет еще идти каждые 3 месяца. Ну, я утрированно говорю. Опять же, если это бизнес, какой-то план, или вы во что-то инвестируете из серии долгострой, вы строите какой-то объект и уже потом получаете свои дивиденды, свои доходы по факту завершения проекта. Давайте смотреть, что же здесь по факту. Что же у нас здесь? Итак, жрица, пятерка жезлов и девятка чаш. Ну, вот как раз то, о чем я вам говорила. Жрица – это тайные доходы, нелегальные доходы. То есть доходы, которые вы можете не декларировать. Ну, не то, что я вас к этому призываю, а вы так себя будете вести.
Пятерка жезлов, я не могу назвать ее картой борьбы с финансовыми трудностями, тут скорее борьба со своей финансовой грамотностью, с умением распределить ваши доходы и расходы и вообще научиться финансами управлять. Ну а девятка чаш — это жить в кайф, это жить в удовольствии, это роскошь, это жить в удовольствии, исполнять какие-то свои мечты. Ну и самое главное, научиться грамотно распоряжаться деньгами. Поэтому именно в этих аспектах у вас более чем положительные арканы. Смотрим состояние здоровья. Что же вам здесь сулят карты? Какова будет ситуация? Колесница. Вообще аркан сам по себе прекрасен. Почему? Потому что он у нас указывает на замечательное ментальное, душевное, физическое самочувствие. Но есть одно но. Для некоторых по колеснице это могут быть вопросы, аспекты акклиматизации на новом месте. Если вы переезжаете, перемещаетесь, меняете место жительства, либо просто даже как плановые командировки по работе. И обратите внимание на опорно-двигательный аппарат. Здесь могут быть проблемы у кого-то с суставами, у кого-то в целом с позвоночным столбом. Но во многом карта, которая указывает, знаете, как отложение солей, отсутствие активности, отсутствие физических нагрузок. И это все может давать несколько негативные результаты. Мы сейчас посмотрим и проанализируем, что же здесь по факту. Десятка пентаклей, дьявол и четверка мечей. Вот то, о чем я вам говорила. Десятка пентаклей — это наследственные вещи, дьявол, четверка мечей — зависимость у кого-то от лежачего, либо от сидячего образа жизни. Либо если вы являетесь профессиональным спортсменом, что не даете себе времени на отдых и на восстановление. И сама по себе десятка пентаклей — это вопросы отложения солей. Ну, в принципе, я вам здесь все озвучила по этому аспекту. Еще, это, наверное, вообще у 1%, кто меня смотрит, могут быть какие-то родовые наследственные вещи в плане, знаете, говорю, родового негатива, который вы можете почистить и эту ситуацию устранить. И идут какие-то наследственные вопросы по здоровью. Смотрим с вами личную жизнь. Что же здесь? Какова ситуация? Повешенный. Повешенный в некотором смысле может быть картой застоя, а может быть переосмысления духовного роста и кардинальных изменений. Сейчас объясню почему. Это присуще только этой колоде, потому что, обратите внимание, здесь у повешенного легкость, здесь не связаны ноги путами, бабочки. Это, знаете, как непривязанность. Это иной взгляд на вещи, это погрузиться в какую-то ситуацию, это не быть никому обязанным, ничем привязанным. Это, в принципе, переосмысление, начиная от законов бытия до вашей роли в паре, в союзе и вообще в жизни в целом. Смотрим, как для вас отыграется и раскроется эта карта. Что же будет здесь? Четверка пентаклей, звезда. И, как мы видим, карта сила. Дно колоды у вас дурак. Здесь по этим арканам за счет роста духовности, изменения ценностей, у кого-то даже не просто взглядов на жизнь, но реже религии. Четверка пентаклей, звезда и сила — это обрести поддержку. Но, как ни странно, для вас это будет совершенно по-новому. Может идти формат свободных отношений. Почему? Потому что звезда, сила — это, как правило, отношения, которые могут быть на расстоянии. Это абсолютно новый человек, но человек, который вам дает осознание вашей значимости, вашей ценности. Человек, который действительно о вас заботится, пусть даже на расстоянии, оказывает помощь, поддержку и действительно проявляет к вам истинные, искренние чувства. Сейчас мы это будем прояснять и смотреть для каждого из вас. Ну, давайте посмотрим все-таки в первую очередь для тех, кто у нас свободен. Потому что Луна указывает здесь на ситуацию не то чтобы неясности, затуманенного рассудка или страхов. Это то, что вы пытаетесь сокрыть от окружающих. Потому что Луна, вот именно в этой колоде, это то, что вы хотите держать при себе. Видите, не зря она обнимает этих волков. Поэтому нежелание делиться этой информацией. Закрытый образ жизни, оторванный несколько образ жизни от всех. То есть вы не будете в эти нюансы посвящать своих друзей, знакомых, родственников и так далее. И если вы у нас в любовных треугольниках, здесь по аркану отшельник это может идти ощущение, что в этом партнерстве вы одиноки. Вы будете за него держаться, но отношения уже в большей степени будут
переходить в ранг дружеских, нежели в ранг личных. Потому что здесь вот переосмысление вашей значимости в этом союзе, вашего партнера или партнерши, и меняется сама структура отношений. Если же вы у нас в стабильных связях, встречаетесь, сожительствуете, либо у вас семья и брак, по 7 жезлов это желание отстоять, ну не то чтобы свою территорию, свои взгляды на жизнь, свои какие-то устои, потому что с годами мы ведь тоже меняемся, меняется наше мировоззрение, меняется мировоззрение партнера или партнерши. И здесь по королю мечей это может быть некоторая резкость, напряженность. Здесь нет желания поставить паузу или порвать эти отношения. Это, давайте так, оторванность от этих отношений, но в угоду другим событиям. Возможно, таковым образом у вас это будет сказываться вопросы работы и заработка, поэтому как-то как не до личной жизни. Она у вас здесь присутствует, ну, давайте назову так, фоном, потому что здесь более значимые моменты, более значимые ситуации. С точки зрения неожиданных событий, что у вас здесь должно произойти? Аркан императрица. Вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, это осознание собственной значимости, важности. Это просыпается любовь к себе, это просыпается ваша самодостаточность. Это, знаете, по принципу «сама себе хозяйка». Для мужчин это может быть обретение любимой женщины. Если бы она у вас уже есть, то это, знаете, как по максимуму вкладываться, уделять ей внимание. Уделять внимание матери. Ну и в целом, опять же, и для мужчин, и для женщин по аркану императрица справедливыми будет это изменение. Как внутренние, духовные, так и в первую очередь внешние. Потому что императрица – это своего рода засиять, изменить внешность, стать краше, омолодиться. Может быть, за счет йоги, питания, там, дополнительной физической нагрузки, вопросов арт-терапии. Ну, все, что вас радует. Начиная там от уколов красоты, просто смены имиджа, смены стиля. Потому что это то, за счет чего вы становитесь привлекательным. И не только там с позиции противоположного пола. Привлекательны в целом для социума. К вам люди тянутся. Смотрим, как этот аркан откроется для вас. О, не ту колоду взяла. Секунду. Как этот аркан откроется для вас. Какими красками. Паж жезлов, умеренность. И здесь падает 5 мечей. Здесь я могу сказать так, еще в чем очень такой большой и жирный плюс. Здесь не о материнстве, внимание. Здесь, если у вас был момент гиперопеки, привязанности к своим детям, внукам, это разрубить, разрезать эту пуповину. Либо если у вас были такие взаимоотношения с матерью, которая на вас давила, влияла, в чем-то уж, простите, ну, может быть, отравляла вам жизнь, то как завершение этой ситуации. Потому что, видите, здесь в какой-то степени вы были в режиме ожидания, как между двух огней. И угодить хотелось, и своими какими-то вопросами заняться. И из-за этого было отчаяние, потому что вас во всем ограничили. То теперь по этим арканам эта ситуация придет к своему завершению. Смотрим, что от вас уйдет в рамках этого года, в рамках этого периода. И у нас здесь уходит аркан Луна. Опять же, Луна у нас карта рода. Вот тема отцов и детей звучит. Это первое. Могут также уйти вопросы, связанные с гормональным фоном. У кого-то идет завершение ситуации по принципу разродились. Либо у кого-то в целом гормональный фон меняется. Уж простите, да, но идет, например, наступление климакса. Потому что это карта, которая указывает на ситуацию изменений как по состоянию здоровья, психоэмоционального изменения. Если были панические атаки, страхи, чувство тревоги, навязчивые мысли, внутренняя неуверенность, пониженная самооценка. Все, это все обрубайте, это все уходит. Вместе с тем, конечно же, по Луне может идти закрытие канала. Допустим, вам шли вещи сны, какая-либо информация. То на текущем этапе эта ситуация может как закрыться временно, может быть, на постоянной основе. То есть притупится связь с потусторонним миром. Давайте смотреть, как для вас будет открываться эта ситуация. Как? У вас здесь ложится суд, 7 чаш
и карта мир. Но в большинстве своем для вас это закрывается какие-то, как закрыть родовые пути, закрыть родовые связи, с кем-то завершить отношения с родственников, знаете, может быть, перестать общаться, разъехаться, еще какие-то моменты, потому что ситуация трудного выбора, у каждого свой выбор. По аркану мир это будет связано с переездом, либо с новым циклом вашей жизни, потому что быть оторванными от рода, от родины, от семьи, вот это то, что подходит к концу. Хорошо, что придет к вам в рамках 2023 года? У нас здесь падает аркан сила. Прекрасная карта, потому что для вас это аркан обретения силы, энергии, мотивации, структуры, дисциплины, самоконтроля, поддержки, потому что здесь есть на кого опереться. Это значимость, это ощущение внутренней собственной силы. То есть к вам прислушиваются. Не могу сказать, что преклоняются, хотя вполне может быть и так. Но, тем не менее, это восстановление, если были какие-то проблемы по состоянию здоровья. Это осознание собственной важности и значимости. Будем смотреть, как для вас раскроется этот аркан. Что у вас здесь? Как раскроется данный аркан? Итак, туз пентаклей, пятерка пентаклей и туз жезлов. Но колода смерть, кардинальные перемены и трансформация. Итак, трансформация у вас это уход в новое, выход из кризиса, новый шанс. И туз жезлов, новое начало. Во-первых, новые источники заработка, новые возможности, увеличение дохода. Это, в принципе, для кого-то новая работа, новый этап жизни, новые отношения, потому что новое, которое вселяет в вас, знаете, как воодушевление, дает какую-то мотивацию. У вас даже дурак. У кого-то, кстати, как сила, как поддержка. Это могут быть ваши дети или ваши внуки. Карта у вас здесь более чем прекрасная. Смотрим на карту года. Карта года. Что же здесь у вас? Аркан справедливость, он же правосудие. В большинстве своем в практике эта карта показывает очень много бюрократических моментов. Оформление документов, переоформление, восстановление утерянных, переоформление банковских кредитных карт, получение справок, лицензий, вопросы купли-продажи недвижимости, переоформление автомобиля, заключение брака или развод. То есть много судебной волокиты. Для кого-то это подать документы, надо запустить какие-то юридические процессы, то есть подать апелляцию, либо подобрать себе другого юриста, адвоката для решения ваших вопросов. Но и вместе с тем это карта оценки. Очень может быть много проверок. Опять же, экзамены. Например, вы сдаете на права или вы сдаете на знание языка с целью получить вид на жительство. Проверки на работе или просто вы получаете звание, то есть кандидат наук или профессор. То есть здесь доказать социуму, что к вам не нужно предвзято относиться, к вам нужно относиться справедливо. Но вместе с тем это, знаете, как указание, как рекомендация. Если ты хочешь, чтобы справедливо относились к тебе, справедливо относись ко всем остальным. Итак, что у вас здесь? Туз пентаклей, паж чаш, двойка пентаклей. Для тех, для кого актуально, это будут вопросы опеки, опекунства, усыновления ребенка. Далее, также это как вопросы, связанные с оформлением дара, дарственные на детей. То есть или распределение долей, то есть что-то записать, переподписать и так далее. Вопросы связаны с опекунством, если вы, допустим, разводитесь. Вопросы просто долевого участия в каком-либо бизнесе, то есть на что вы претендуете, на какую часть, то есть юридически заверенная информация с целью, чтобы вас не обманули. Допустим, какие у вас обязанности, какую прибыль вы должны получить, на что вам рассчитывать. И смотрим с вами на рекомендацию. Рекомендация у вас падает карта «Мир». Завершение старого цикла и переход в новый цикл. Если у вас были мысли, цели, планы переезжать, менять место жительства, для кого-то может быть возврат на родину, то есть много активности, много перемещений, самое время. Хотели изучать языки? Вперед! Получать вид на жительство или ПМЖ? Аналогично.
просто там подаваться на документы, искать работу за рубежом, 100%. Видели себя в нише туризма, логистики, интернет-бизнеса, 100% ваши. Опять же, планировали открыть свое дело через интернет, заниматься блогерством. Пробуйте, делайте, потому что вам здесь благоволит сама Вселенная, благоволит вам удачи. Раскроем, как именно отзовется, отыграется данная карта. Итак, у нас здесь ложится король чаш, паж пентаклей и королева жезлов. Но здесь больше, поскольку очень много карт двора, социальных карт, и дно колоды у нас туз мечей. Туз мечей – это у нас решение правовых вопросов и опять же карта интеллекта. Поэтому здесь много новых социальных связей, много знакомств, много появления друзей, единомышленников. Опять же, люди, которые вас будут мотивировать, давать вам новый опыт, чему-то обучать, кого-то будете обучать вы. И знаете, за счет этой мотивации это взращивание собственного достоинства, переход на новый уровень, на новые амбиции. Потому что король чаш – это душевное, духовное наполнение. Для кого-то через работу с психологом, для кого-то через арт-терапию, либо любимое хобби. Потому что именно этот новый опыт и новые навыки дадут вам этот результат. Ну и еще в таком положительном ключе, это за счет содействия кого-то из знакомых получить новый опыт. Допустим, учебу, либо стажировку за границей. То есть для себя это какие-то новые моменты. Но это то, что вам дает развитие в интеллектуальном плане. Вот таким вышел у вас расклад на 2023 год. Очень насыщенный, очень интересный. Но на этом я еще не завершила наше с вами взаимодействие. Хочу по вашим просьбам посмотреть кратенько расклад, исполнится ли задуманное вами в 2023 году. Почему хочу посмотреть? Потому что в прошедшие года мы с вами запечатывали желание. Сейчас же это хочу сделать в другом видео. А сейчас для вас, именно для стрельцов, просмотрим, сбудется ли задуманное. Только большая просьба загадать не 150 желаний, а одно, структурное, чтобы посмотреть, осуществится ли то, чего вы хотите. Итак, именно в рамках 2023 года. Осуществится ли то, что задумали стрельцы? Шестерка мечей. Да, движение вперед, новые возможности, открытость. Особенно если это касается переезда, смены места жительства, покупки транспортного средства, отъезда там на учебу, на работу и увеличения дохода и заработка, потому что, видите, здесь полные мешки в этой лодке. И дно колоды у вас четверка пентаклей. Обретение целостности, структурности, повышение собственной значимости, ну и, конечно же, увеличение вашего благосостояния. Поэтому вот такой вот год. От вас по прошествии периода и в течение года буду ждать обратную связь. Не забывайте черкнуть пару строк, писать, как у вас отыгрывается информация, какие события у вас происходят. Если для вас актуально, посмотрите в первом закрепленном мною комментарии. Я оставлю ссылку на ваш таро-прогноз 2022 года, чтобы вы могли посмотреть, проанализировать, сопоставить, ну и сделать свои выводы. Я же вас благодарю за просмотр. Пусть 2023 для вас будет самым ярким, самым счастливым, самым плодотворным. С вами не прощаюсь. До новых видео.